Сенсация века на нефтяном рынке. Объединенные Арабские Эмираты выходят из ОПЕК. Это почти ядерный удар по рынку энергоносителей или обойдется? Итоги совещания в Белом доме. Трамп решил додушить Иран экономически. Но если надо, опять начнет бомбить, только еще сильнее. Нефть дорожает буквально по минутам. А в Туапсе тем временем опять горит нефтяной терминал. Жителей, наконец, эвакуируют. Королю Чарльзу показали пасеку Белого дома, сенаторов и напоили чаем. Сегодня его величество выступит в Конгрессе. Такой чести раньше удостоилась только его мать, Елизавета II. Трампа против комика, Дональд и Мелания против Джимми Киммела. Им опять не нравятся его шутки. Стрелку сужено для корреспондентов грозит пожизненное заключение. Польша выдала Беларуси российского археолога, которого собирались посадить в Украине. И только индийские священные храмовые слоны наслаждаются жизнью и погодой. Им в жару устроили массовое купание. А теперь об этом подробно и по делу. Это один день. Подпишитесь, поставьте лайк этому видео и оставьте свой комментарий. Заранее спасибо и начинаем. Во вторник рано утром по восточному времени США президент Дональд Трамп написал в своей социальной сети Truth Social, что Иран просит Соединенные Штаты открыть Ормузский пролив. Иран только что сообщил нам, что находится в состоянии коллапса. Они хотят, чтобы мы открыли Ормузский пролив как можно скорее, пока пытаются разобраться со своей ситуацией в руководстве, что, как я полагаю, им удастся. Спасибо за внимание к этому вопросу. Президент Дональд Джей Трамп. Дональд Трамп дал понять, что вряд ли примет последнее предложение Ирана по урегулированию конфликта. Тегеран предлагает открыть Ормузский пролив уже сейчас, а спорные вопросы по ядерной программе перенести на следующий этап переговоров. По данным источников, эта тема обсуждалась на закрытом совещании Трампа с ключевыми чиновниками по национальной безопасности. Там президент скептически высказался об иранской инициативе. Это чувствительные дипломатические обсуждения, и США не будут вести переговоры через прессу. Как заявил президент, Соединенные Штаты держат все козыри на руках и согласятся только на такую сделку, которая ставит интересы американского народа на первое место, никогда не позволяя Ирану получить ядерное оружие. Оливия Уэйлс, помощник пресс-секретаря Белого дома, в комментарии CNN. Главная причина – опасение потерять рычаг давления. Если пролив откроется до решения вопроса об обогащении урана и запасах почти оружейного материала, Вашингтон может лишиться важного инструмента давления на Тегеран. С другой стороны, продолжение блокады означает дорогую нефть и рост цен на топливо в самих США. Это уже начинает бить по американским потребителям и усиливает политическое давление на Белый дом. После встречи окончательное решение принято не было. В администрации США также сомневаются, кто именно в иранском руководстве способен гарантировать выполнение возможной сделки. При этом сам Трамп публично не демонстрирует желания возобновлять массированные удары, которые были приостановлены после продления перемирия на прошлой неделе. Как сообщает CNN, США и Иран, возможно, и не провели второй раунд переговоров в Пакистане. Однако позиции сторон не настолько далеки друг от друга, как может показаться, сообщили источники, знакомые с ходом посреднических усилий. По их словам, за закрытыми дверями продолжается интенсивная дипломатическая работа. Текущие контакты сосредоточены на поэтапной схеме, при которой первая часть возможного соглашения предусматривала бы возвращение к положению дел, существовавшему до войны, а также открытие Ормузского пролива без ограничений и сборов за проход. Вопрос иранской ядерной программы. Именно ее США и Израиль называли поводом для начала войны. Предполагалось бы рассматривать позднее. Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что любое соглашение должно предусматривать отказ Ирана от запасов урана, обогащенного почти до оружейного уровня, а также прекращение обогащения урана. Эти требования Тегеран последовательно отвергает. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Иран использует угрозу перекрытия Ормузского пролива как экономическое ядерное оружие. По его словам, Тегеран пытается давить на весь мир, одновременно затягивая переговоры по своей ядерной программе. В интервью Fox News Рубио подчеркнул, именно ядерный вопрос остается главной причиной нынешнего конфликта и основой политики Вашингтона в отношении Ирана. Рад видеть вас здесь. Не на балконе и не в бронежилете. Рад взаимно. Итак, ваше видение ситуации. Какое главное препятствие к соглашению с иранским правительством? Помимо того факта, что страной управляет радикальный шиитский клирик, это уже само по себе серьезное препятствие. Другое в том, что внутри страны глубокий раскол. Думаю, так было всегда, но сейчас это выражено гораздо сильнее. Лучший способ понять Иран — это увидеть нынешний политический класс. Часто говорят об умеренных и жесткой линии. В Иране все сторонники жесткой линии. Но есть те, кто понимает, что им нужно управлять страной и экономикой, а есть те, кем полностью движет теология. Те, кем движет теология, это не только чиновники
чиновники КСИР, но, очевидно, и верховный лидер, и совет вокруг него. Думаете, новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаминеи еще жив? У нас есть признаки, что да. Очевидно, они сами утверждают, что он жив. У нас нет доказательств обратного. Но главный нерешенный вопрос в другом. Обладает ли он тем же авторитетом, что и его отец? Насколько мне известно, в Иране многие годы шли внутренние споры о преемственности и о том, должна ли она быть, скажем так, наследственной. Многие этому сопротивляются. Есть ли у него религиозный авторитет, чтобы действительно быть верховным лидером? Сам ли он принимает решения? Или кто-то стоит за ним и контролирует 90% процессов, фактически принимая решения от его имени? Ответов на эти вопросы мы не знаем. По сообщениям, Иран предложил открыть проливы, но хочет отложить разговоры о своей ядерной программе. Было бы это приемлемо для администрации Дональда Трампа? Я не буду рассуждать о том, как президент принимает решения по этому вопросу. Достаточно сказать, что именно ядерная проблема и привела нас к нынешней ситуации. Если бы Иран был просто радикальной страной под управлением радикалов, это уже было бы проблемой. Но по своей сути это революционный режим. Они стремятся расширять и экспортировать свою революцию, а не только править внутри Ирана. Поэтому они связаны с Хезболлой в Ливане, поэтому поддерживали Хамас, поэтому поддерживали милиции в Ираке. Они хотят доминировать не только в Иране, но и во всем регионе. А теперь представьте это с ядерным оружием. Посмотрите, что они делают с проливом. Пролив, по сути, эквивалент экономического ядерного оружия, которое они пытаются использовать против всего мира, и еще хвастаются этим. Они ставят билборды в Тегеране и хвастаются тем, что могут держать в заложниках 25% или 20% мировой энергетики. Представьте, если бы у этих же людей было ядерное оружие. Они держали бы в заложниках весь регион. Считаете ли вы, что иранцы всерьез настроены заключить сделку? Они серьезно настроены выбраться из того кризиса, в котором оказались. Все проблемы, которые были у Ирана до начала этого конфликта, никуда не делись. Несколько месяцев назад там были беспорядки, экономические беспорядки. Сейчас большинство проблем стало еще хуже, а теперь у них половина прежнего ракетного арсенала, нет заводов и нет флота. Если сделки не будет, что дальше? Это решение президента. Но напомню, уровень санкций против Ирана чрезвычайно высок. Давление на Иран чрезвычайное, и его можно усилить еще больше. Надеюсь, после этого конфликта весь мир увидел угрозу, которую представляет Иран. Я знаю, что смена режима не является целью администрации Дональда Трампа, но видите ли вы сценарий, при котором действия США и Израиля приведут к смене режима? Думаю, смена режима должна происходить изнутри. Но изменение поведения режима — другое дело. Да, звучит как игра слов, но давление может этого добиться. Одно дело — сменить людей у власти или их идеологию, другое — скорректировать их поведение. В конце концов, даже радикалы в иранской системе ежедневно перед каждым решением взвешивают издержки и выгоды. И мы должны сделать так, чтобы издержки всех их зловредных действий превышали выгоды. Именно поэтому действует блокада. Это не блокада судоходства вообще. Это блокада иранского судоходства, потому что они не могут быть единственными выгодоприобретателями незаконной и ничем не оправданной системы поборов и контроля в проливах. Как соблюсти грань между ударами по инфраструктуре Ирана, которые вредят режиму, но не вредят гражданскому населению, которое вы хотите привлечь на свою сторону? Первое — это всегда намерение. Наша цель — не причинять вред народу Ирана. У нас нет проблем с народом Ирана. Откровенно говоря, мы бы хотели, чтобы был услышан голос народа Ирана, а не чтобы от 30 до 40 тысяч человек были убиты на улицах. Поэтому нашими целями всегда будут объекты, напрямую поддерживающие режим. Очевидно, это может быть дорога, предприятие или завод, который также приносит пользу экономике, но его основная функция — обслуживать режим и его силовой аппарат. Теперь хотел бы перейти к Ливану. Предпринимаются исторические усилия для достижения соглашения между Израилем и северным соседом. На каком этапе эти переговоры? Это очень необычное прекращение огня, потому что Ливан и Израиль не находятся в состоянии войны. Проблема Израиля с Хезболлой. К сожалению, Хезболла находится внутри Ливана и ведет атаки против Израиля. Насколько я вижу, и ливанцы, и израильтяне стремятся к миру. Иранские власти частично смягчают интернет-ограничения после 2 месяцев жесткой блокировки. Высший совет национальной безопасности одобрил временную схему под названием «Интернет-Про», которая должна дать бизнесу доступ к глобальной сети с меньшими ограничениями. Об этом сообщила представитель правительства Фатеме Мохаджирани.
Поскольку нынешняя ситуация является кризисной, естественно, после того, как соответствующие органы объявят обстановку нормальной, ситуация с интернетом изменится. Но хочу подчеркнуть, все обеспокоенности людей в этой сфере услышаны. Вопрос бизнеса, вопрос свободного доступа граждан как одного из гражданских прав. Мы это уважаем, признаем. И, разумеется, профильный орган даст вам подробные разъяснения. Махаджирани призвала иранцев не верить сообщениям о том, что главный переговорщик Ирана Мохаммад Багер Галибаф ушел из команды, ведущей переговоры с Соединенными Штатами через пакистанских посредников. Израильское радио сообщило об отставке Галибафа, которая была воспринята как потенциальная победа радикальных элементов в иранском правительстве. В условиях, когда один человек может написать 13 сообщений в своей соцсети в день, и когда одной из стратегий является создание раскола, очевидно, что мы не должны обращать внимание на неофициальные новости и должны понимать. Одним из инструментов войны является дестабилизация внутреннего пространства. И именно наше внутреннее единство, а также хорошая слаженность между различными ветвями власти помешали им достичь своих целей. С начала войны против США и Израиля большинство жителей Ирана фактически были отрезаны от мирового интернета. Доступ сохранялся лишь у части граждан через дорогие и технически сложные VPN-сервисы. Теперь власти пытаются найти компромисс между собственной безопасностью, подавлением общественной дискуссии и экономикой. Массовые отключения нанесли серьезный удар по стране. По оценкам иранских деловых кругов, прямые ежедневные потери составляли десятки миллионов долларов. Пострадали онлайн-торговля, услуги, логистика, фрилансеры и малый бизнес. На фоне войны в стране также выросли цены, нарушены цепочки поставок, повреждена инфраструктура и усилилась безработица. При этом полного открытия сети не происходит. Даже в обычное время в Иране действует жесткая цензура сайтов, а власти все активнее переводят гражданские сервисы на внутренний национальный интернет. Мировые цены на нефть вновь пошли вверх. Сегодня баррель Brent впервые за 3 недели превысил отметку в $110 на фоне опасений, что США и Иран по-прежнему далеки от соглашения по завершению войны и открытию Ормузского пролива. Утром североморская Brent прибавляла почти 3% и торговалась около $111 за баррель. Американская марка WTI поднималась до $98,5. Поводом стала информация о том, что Дональд Трамп скептически относится к последнему предложению Тегерана. Иран предлагает восстановить судоходство сейчас, а вопрос ядерной программы перенести на последующие переговоры. Инвесторы опасаются затяжного тупика. Аналитики предупреждают, чем дольше Ормузский пролив остается частично закрытым, тем сильнее удар по мировой экономике, логистике и инфляции. Через этот маршрут обычно проходит около 1/5 части глобальных поставок нефти. Поэтому любая неопределенность мгновенно отражается на рынках. Сенсация на мировом рынке нефти. Объединенные Арабские Эмираты объявили о выходе из ОПЕК, организации производителей и экспортеров нефти, и формата ОПЕК+. Это одно из самых масштабных изменений на нефтяном рынке за последние годы и серьезный удар по позициям Саудовской Аравии, которая считалась неформальным лидером картеля. ОАЭ многие годы входили в число ключевых участников организации. Теперь рынок опасается дестабилизации внутри блока, который обычно стремился демонстрировать единство даже при серьезных разногласиях. Решение принято в момент, когда война вокруг Ирана уже вызвала сильнейший энергетический шок. Экспортеры Персидского залива испытывают проблемы с поставками через Ормузский пролив, главный маршрут мировой нефти и газа. Через него обычно проходит около 1/5 части глобальных поставок сырья. Выход Эмиратов может стать выгодой для Дональда Трампа. Он давно обвинял ОПЕК в искусственном завышении цен и заявлял, что США обеспечивают безопасность стран залива, а те отвечают дорогой нефтью. Дополнительным фактором стало недовольство Абу-Даби с союзниками по арабскому миру. Власти Эмиратов публично раскритиковали соседние государства за слабую реакцию на иранские удары по территории страны во время войны. Таким образом, шаг ОАЭ отражает не только экономические расчеты, но и политический раскол внутри богатейшего нефтяного региона мира. Последствия могут сказаться и на ценах, и на балансе сил на Ближнем Востоке. Лидеры стран Персидского залива прибыли в Джиду, столицу Саудовской Аравии, на внеочередной саммит Совета сотрудничества арабских государств залива. Это первая очная встреча руководителей 6 монархий региона с начала войны США и Израиля против Ирана 2 месяца назад. По данным источников, главная цель саммита – выработать общий ответ на массированные ракетные и беспилотные атаки, которым страны региона подвергались после начала американско-израильских ударов по Ирану 28 февраля. За это время повреждения получили объекты энергетики во всех странах Совета сотрудничества. Под ударами также оказывались военные базы, гражданская инфраструктура и компании, связанные с США. После вступления в силу перемирия 8 апреля интенсивность атак снизилась, однако столицы стран залива сохраняют высокую настороженность. Для Саудовской Аравии ОАЭ
Катара, Кувейта, Бахрейна и Омана нынешняя встреча – попытка показать единство перед лицом самой серьезной региональной угрозы за последние годы. От решений саммита зависит не только безопасность региона, но и стабильность мировых рынков нефти и газа. В Туапсе после новой атаки беспилотников вновь загорелся нефтеперерабатывающий завод. По данным оперативного штаба Краснодарского края, пожар начался после падения обломков дронов. О пострадавших официально не сообщается. На месте работают десятки пожарных расчетов и более сотни спасателей. Региональные власти говорят о масштабном возгорании и обещают наращивать силы для тушения. А вот так пожар выглядит с расстояния около 120 километров с сочинского курорта Красная Поляна. Местные власти Туапсе объявили эвакуацию жителей нескольких улиц рядом с промышленной зоной. Для людей подготовлены автобусы и временные пункты размещения. Независимые наблюдатели со ссылкой на открытые данные предполагают, что удар пришелся по резервуарному парку предприятия, зоне хранения нефтепродуктов. Официально эта информация не подтверждена. Минобороны России заявила, что за ночь были перехвачены и уничтожены 186 украинских беспилотников над различными регионами страны, включая Краснодарский край, а также над Черным и Азовским морями. Это уже не первая атака на нефтяную инфраструктуру Туапсе в апреле. Предыдущее крупное возгорание после удара беспилотников тушили несколько суток. Тогда в городе фиксировали загрязнение воздуха, выпадение сажи после дождя, а нефтепродукты попали в море и реку Туапсе. Туапсинский нефтеперерабатывающий комплекс остается важным элементом экспортной логистики России на Черном море. Поэтому повторные удары по объекту имеют не только военное, но и экономическое значение. Король Чарльз III и королева Камилла начали государственный визит в Соединенные Штаты. В первый день Дональд Трамп и Мелания Трамп приняли британских монархов в Белом доме на традиционном послеобеденном чаепитии. Затем королевская чета отправилась на прием в резиденцию британского посла в Вашингтоне. Там собрались более 600 гостей из политики, науки, дипломатии и бизнеса. Среди приглашенных были американские сенаторы, министры и представители иностранных государств. Перед началом мероприятия Чарльз III и Камилла осмотрели символическую капсулу времени, созданную к 250-летию независимости США. Это часть совместного юбилейного проекта Лондона и Вашингтона. Визит проходит на фоне непростых отношений между администрацией Трампа и британским правительством из-за разногласий по войне с Ираном. Однако Белый дом подчеркивает особый характер союза двух стран. Сам Трамп ранее называл себя большим поклонником монархии. Во вторник Чарльз III выступит перед обеими палатами Конгресса США. Это станет лишь вторым случаем в истории, когда британский монарх обращается к американским законодателям. После Вашингтона король и королева отправятся в Нью-Йорк, где почтят память погибших в терактах 11 сентября, накануне 25-й годовщины трагедии. Затем программа завершится визитом в Вирджинию, где Чарльз встретится с участниками природоохранных проектов, теме, которой он посвящает десятилетия. Король Чарльз III сегодня выступит перед обеими палатами Конгресса США с речью, которая должна подчеркнуть исторический союз Великобритании и Соединенных Штатов на фоне заметного охлаждения отношений между странами. Ожидается, что выступление продлится около 20 минут. Монарх начнет со слов солидарности и заявит, что Лондон и Вашингтон по-прежнему стоят плечом к плечу. Он передаст американцам уважение и дружбу британского народа в год 250-летия независимости США. По данным источников, Чарльз также упомянет недавний инцидент со стрельбой на ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома. Визит проходит в непростой политической атмосфере. Дональд Трамп в последние недели резко критиковал британского премьера Кира Стармера за недостаточную поддержку кампании против Ирана. Поэтому задача короля – сохранить нейтралитет, но одновременно помочь восстановить атмосферу доверия. В своей речи Чарльз III намерен сделать акцент не на разногласиях, а на общих ценностях двух стран – демократии, верховенстве закона и исторической преемственности, начиная еще с Великой Хартии Вольностей. Он подчеркнет, что союз Лондона и Вашингтона измеряется не годами, а столетиями совместной истории. Ожидается и личный тон выступления. Король затронет темы веры, сострадания, мира и уважения к людям любых убеждений. Главный посыл визита – отношения Британии и США переживали кризисы, но каждый раз обновлялись и становились сильнее. Позднее вечером в Белом доме состоится государственный ужин с участием Чарльза III и Дональда Трампа, где стороны продолжат уже неформальную часть дипломатии. Продолжается скандал в США после шутки о Мелании Трамп. Телеведущий Джимми Киммел ответил Дональду Трампу, который потребовал уволить его с телеканала ABC после сатирического монолога. Поводом стала шутка, прозвучавшая за несколько дней до ужина Ассоциации корреспондентов Белого дома.
И, конечно, здесь с нами наша первая леди Мелания. Посмотрите на нее. Такая красивая. Госпожа Трамп, вы сияете, как будущая вдова. Кстати, в воскресенье у Мелании день рождения. Да, это так. Она собирается отметить его дома так же, как делает всегда, глядя в окно и нашептывая: «Что же я наделала?» Мелания Трамп в ответ обвинила ведущего в распространении ненависти и насилия и призвала руководство ABC принять меры. Позже к ней присоединился и сам президент, назвав слова Киммела возмутительными. Ненавистническая и агрессивная риторика Киммела направлена на то, чтобы разделить нашу страну. Его монолог о моей семье – это не комедия. Его слова разрушительны и углубляют политическую болезнь в Америке. Такие люди, как Киммел, не должны иметь возможность каждый вечер входить в наши дома и распространять ненависть. Я ценю, что так много людей возмущены отвратительным призывом Киммела к насилию, и обычно я бы не реагировал ни на что он говорит. Но это уже выходит далеко за все рамки допустимого. Джимми Киммел должен быть немедленно уволен Disney и ABC. В новом эфире Киммел отверг эти обвинения. Ведущий подчеркнул, что никогда не призывал к насилию и много лет публично выступает против вооруженных нападений. При этом Киммел заявил, что сочувствует всем, кто оказался в зале во время стрельбы. Он отметил: «Даже если никто не погиб, случившееся все равно было травматичным». Первая леди Мелания Трамп призвала уволить меня, заявив, что меня следует уволить из-за шутки, которую я сказал. Причем снова 5 вечеров назад. Это был шуточный прожарочный монолог. Я сказал: «Наша первая леди Мелания здесь. Посмотрите на нее, такая красивая. Госпожа Трамп, вы сияете, как будущая вдова». Что, очевидно, было шуткой о разнице в их возрасте и о том выражении радости, которое мы видим у нее на лице каждый раз, когда они вместе. Это была вполне легкая шутка о том, что ему почти 80, а она моложе меня. Это ни в каком смысле слова не был призыв к покушению, и они это знают. Я уже много лет очень открыто выступаю, в частности, против насилия с применением оружия. Но я понимаю, что у первой леди были тяжелые выходные, хотя, вероятно, каждые выходные в том доме довольно тяжелые. И я также согласен, что язык ненависти и насилия следует отвергать. Я это делаю. И думаю, хорошим началом для снижения накала было бы ей поговорить об этом со своим мужем. Затем комик напомнил о другом эпизоде. Он показал запись, где пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, рекламируя выступление Трампа, пошутила, что вечером в зале будет несколько выстрелов. Киммел саркастически заметил, что теперь именно она может столкнуться с критикой. Напомним, прошлой осенью в результате давления со стороны администрации Трампа телеканал ABC временно снял шоу Киммела с эфира, но вернул уже через несколько дней. По данным американских СМИ, тогда на ABC давили владельцы региональных станций, угрожавшие отказаться от показа программы. Руководство канала объясняло паузу попыткой снизить градус конфликта. Сам Киммел заявляет, что сегодня молчать о политике и не критиковать Трампа невозможно, и было бы стыдно делать вид, будто ничего не происходит. В Вашингтоне прокуратура заявила о новых обвинениях против мужчины, открывшего стрельбу на ужине, где присутствовал Дональд Трамп. По словам прокурора округа Колумбия Джанин Пирро, дело будет расширено. Коул Томас Аллен из Калифорнии уже признан обвиняемым и в случае признания вины может получить пожизненный срок. Сегодня Министерство юстиции предъявило в окружном суде Соединенных Штатов 3 федеральных обвинения Коулу Томасу Аллену. Первый пункт – покушение на убийство президента Соединенных Штатов. По этому пункту предусмотрено наказание вплоть до пожизненного заключения. Второй пункт – межштатная перевозка огнестрельного оружия с целью совершения тяжкого преступления. По нему предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы. И третий пункт – применение огнестрельного оружия во время насильственного преступления, что карается обязательным минимальным сроком лишения свободы в 10 лет, максимальным – пожизненным заключением. И эти 10 лет назначаются последовательно к любому другому вынесенному сроку. Тодд Бланш только что сообщил вам предъявленные обвинения. Эти обвинения — лишь 3 пункта, которые содержатся в жалобе, поданной в Федеральный окружной суд около часа назад. По мере дальнейшего развития этого расследования будут предъявлены дополнительные обвинения. Но не заблуждайтесь, это было покушение на убийство президента Соединенных Штатов. При том, что обвиняемый ясно дал понять, каковы были его намерения. Как уже было указано, это оружие, которое находилось при обвиняемом. Вы можете видеть, что это 12-калиберный помповый дробовик Мосберг, полуавтоматический пистолет 38-го калибра. У него было как минимум 3 ножа и всевозможные принадлежности. Поэтому любые предположения, что он находился там не для того, чтобы причинить вред, абсурдны. Мы докажем, когда он приобрел это оружие. Оно было куплено в Калифорнии. Почему это имеет значение? Это имеет значение потому, что он пересек границы штатов с этим огнестрельным оружием. И именно это оружие он использовал в ночь на 25 число. Или, по меньшей мере, пытался использовать. Хочу ясно заявить.
Этот человек находился этажом выше бального зала, и между ним и президентом Соединенных Штатов находились сотни федеральных агентов. Министерство юстиции подходит к подобным инцидентам с неотложностью и ясностью цели. Насилию нет места в общественной жизни. Оно не может и не будет использоваться для подрыва демократических институтов или запугивания тех, кто им служит. И уж точно оно не может продолжать использоваться против президента Соединенных Штатов. Мы полностью расследуем это дело. Мы применим закон справедливо и обеспечим, чтобы ответственность наступила быстро и неотвратимо. Но что касается нашего понимания дополнительных мотивов, это вопрос для ФБР и правоохранительных органов. Российский археолог Александр Бутягин освобожден в рамках крупного обмена заключенными, который прошел на белорусско-польской границе. Об этом сообщили российские государственные агентства со ссылкой на ФСБ. По данным Москвы, Бутягина обменяли вместе с супругой российского военного, проходящего службу в Приднестровье, на 2 офицеров спецслужб Молдовы. Белорусские источники сообщают, что операция стала частью более масштабного обмена с участием нескольких государств. Ранее Бутягин находился под арестом в Варшаве после задержания по запросу Украины. Киев объявил его в розыск, обвиняя в незаконных археологических работах в Крыму после российской аннексии полуострова в 2014 году. Речь идет о раскопках античного городища Мирмеки в Керчи, которыми ученый руководил много лет. Украинская сторона подозревала его в нанесении ущерба объекту культурного наследия на сотни миллионов гривен. Весной польский суд одобрил экстрадицию Бутягина в Украину, однако до передачи дела не дошло. По информации Минска, в обмене участвовали спецслужбы 7 стран. Польше передали нескольких осужденных за шпионаж, а Беларусь получила своих граждан и лиц из других стран СНГ, задержанных в Европе. Среди освобожденных в пользу Польши оказался и известный белорусский журналист Андрей Почебут. На границе его лично встречал премьер-министр Дональд Туск. Дамы и господа, это замечательный день. Это пример превосходного польско-американского союза. Этот день был бы невозможен без президента Дональда Трампа и его решений, без его специального посланника господина Коала и всей команды Государственного департамента. Это также доказательство того, что последовательные действия международного сообщества, в данном случае возглавляемого Соединенными Штатами, приносят результаты. Польша продолжит совместные усилия по освобождению всех политических заключенных. Моя команда более года работала над освобождением заключенных из Беларуси. И на данный момент мы освободили 500 человек. Но каждый раз, когда я вел переговоры с Лукашенко, я поднимал вопрос о ваших людях. Особенно о тех 3 людях, которых мы освобождаем сегодня. Они очень сопротивлялись их освобождению. Но со временем, когда наши отношения с Лукашенко улучшились, нам, наконец, удалось этого добиться. Благодарю всех польских официальных лиц, которые помогали в этом, включая вашего президента, одного из главных двигателей всего этого процесса. Переговоры были сложными, были задействованы разные страны. Но это произошло, и мы очень-очень признательны, что это произошло. Если вы хотите быть игроком на мировой арене, вы должны делать такие вещи. Люди должны помнить, что для освобождения заключенного нужны 2 стороны. Нужен Лукашенко и нужны мы. Поэтому мы отдаем ему должное за то, чего он добился в вопросе оппозиции в своей стране. Я не говорю, что он Черчилль, но я также говорю, что он движется в правильном направлении. И думаю, сегодняшний день это показывает. Как я уже упоминал, это обмен заключенными, и вы скоро все узнаете. Поэтому могу сказать вам, что одним из людей, которых мы передали, является российский историк, который находился в процессе отправки в Украину. Индию накрыла сильная жара. Температура достигает 45 и даже 50 градусов. И в нескольких штатах начали охлаждать слонов в храмах и заповедниках. Животным устраивают водные процедуры и кормят арбузами, чтобы помочь пережить тепловую волну. В штате Тамилнад слоны, живущие при храмах, купаются в прудах, а смотрители поливают их водой. В Джайпуре сотрудники приюта также обливают животных из шлангов и дают больше сочных фруктов. Слоны остаются важной частью индийской культуры. На юге они участвуют в религиозных церемониях, а на севере и западе часто используются как туристический символ.